Наконец-таки разработчики выпустили крупное обновление для CS2, который не только хвастается новыми картами, но и внушительным размером 8 гигабайт. А там, где крупняк, всегда находятся новые утечки. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hell Store выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Ну что же, разумеется, как многие могли догадаться, главной изюминкой данного обновления является, конечно же, новая версия Train, которую мы все так долго ждали. Карта действительно ожила и выглядит теперь очень красиво, но сама схема, на которой строился весь геймплей, не изменилась. Это буквально старый добрый Train из CSGO, но в новой обертке и с некоторыми изменениями. Где-то сузили проход, где-то добавили ящик, а где-то и вовсе заблокировали щель. В любом случае, говорить о том, как она играется, можно будет только через месяц. Однако уже в некоторых местах на карте можно заметить легкий просад FPS. Ну и разумеется, по традиции, разработчики просто не могли не впихнуть в карту какие-либо намеки или отсылки. У нас, к примеру, есть отсылка к вселенной Portal, так как упоминается небезызвестная компания. Ну а маршрут поезда может намекать на будущие карты, которые планируют выпустить разработчики. Это Lake, Cobblestone, Assault и Bank. Везде на карте вы можете встретить календарь, на котором изображен месяц январь с затертыми числами. И как обычно, многие конспирологи будут делать из этого шумиху. Но так как еще и затерт год в данном календаре, получается, что число 19 выделяется в нем аж 2 раза. Также не обошлось и без намеков на питомцев. На карте есть доска объявлений, где нам кричат о пропаже куриц. Где мы, кстати, возможно, наблюдаем один из будущих скинов на куриц. Забавно, что в сегодняшнем обновлении как раз таки появилась новая переменная, которая ограничивает количество питомцев на карте, что еще больше подтверждает любые теории. Кстати, QR-коды на карте Train ведут на страницу магазина CS2. Ну а помимо всего прочего, хочется еще выделить, что это первая официальная карта, на которой есть дождь. И благодаря этому разработчики нехило так прокачали многие шейдеры. Поэтому мы получили лужи, которые имеют волны от капель, а также эффект капель и мокрого материала на персонажах и его оружии, что дает больше возможностей при создании новых карт в мастерской. Ну а так как Train — это еще и первая официальная карта, которая появилась за долгое время в игре и нацелена на соревновательный режим, к ней заранее прописали конфигурацию для будущего режима Retake, что доказывает возвращение данного режима в необозримом будущем, возможно, ближе, чем мы думаем. Но, скорее всего, данная конфигурация для ретейка случайно просочилась, как это обычно бывает со всеми утечками. Ведь вместе с ней просочился и старый вариант карты Train, который можно запустить через консоль. Но не советую, так как у некоторых может выскочить ошибка материала, и игра попросту будет проверять целостность файлов. И вместо награды за любопытство вы получите банальное ожидание проверки файлов. Но, ребята, ни одним Трейном данное обновление прославилось. В игре заменили карты от сообщества. И теперь у нас 2 новые карты для соревновательного, это Basalt и Эдин, и 2 для напарников, это Pelay и Whistle. Помимо этого, разработчики решили нехило урезать карту Overpass и выкачали всю проблемную воду на ней. Ну и по мелочи
мелочи. Где-то убрали свет, а где-то добавили. Ну и почистили разный мусор. Короче, словно на ней неплохо так поработали дворники. А также в игру добавили настройки предсказания урона, который, по всей видимости, должен создать эффект отзывчивой стрельбы. Ну и новые расширенные настройки для радара. Это были самые интересные изменения в данном обновлении. Конечно, найдутся еще и, разумеется, новые баги, как уж без этого. Ну а я пойду искать дальше чего-нибудь интересного. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!